Добрый день, уважаемые пользователи каталога еврейских захоронений Республики Беларусь и Украины. Напоминаю, меня зовут Бенямин, я руководитель проекта mitzvatanet.com. Наш каталог занимается сохранением памяти о еврейских кладбищах, как о старых, так и о новых, а также помощью в уходе за захоронениями. Как я обещал вам ранее, мы начинаем небольшую серию проектов по сохранению какой-то генеалогической информации, по обучению тех людей, которые не знают, как это делать, поиску своих родных, созданию генеалогического дерева и другим интересующим вас вопросам. Значит, еще раз хочу напомнить, мы коммерческая организация, но никаким образом не связаны с теми сайтами, с теми проектами, которые мы будем обсуждать в этих видео. Ни одна из организаций не платит нам, мы не рекламируем, не позиционируем их как правильные. Если какая-то организация хочет, чтобы мы о ней написали, пожалуйста, сообщите нам об этом. Все компании, которые будут здесь сейчас представлены, они просмотрены мною, они изучены мною. Каждый из этих проектов, в принципе, изучен мною на личном опыте. И это создание моего генеалогического дерева. Я надеюсь, что это поможет вам в будущем, поможет вам найти своих родных, поможет найти тех, о ком вы даже не знали. И давайте начнем с одного очень интересного проекта, который называется MyHeritage, мое наследие. Этот проект, он организован израильской компанией, если мне не изменяет память, более 10 лет назад. Большой, очень-очень приятный проект. Есть несколько аналогичных, мы их также обсудим. Просто на основе него я строю своего дерева, поэтому начнем с него. Значит, давайте перейдем на сам сайт. Сайт называется MyHeritage. Давайте напишем его название. MyHeritage. Давайте перейдем на любую из его версий. Переключимся на необходимый нам язык. Давайте посмотрим. Сейчас, одну секундочку. Давайте переключимся на данный момент на русский. Вот. Мы сразу входим в генеалогическое дерево, созданное мною. Пожалуйста, смотрите на основе моего опыта. Я надеюсь, это вам поможет. Я ни в коем случае не претендую на правильность в подходе, правильность в изучении и так далее. Но я стараюсь делиться своими знаниями, которыми имею возможность поделиться. Давайте посмотрим на сайт снизу. Значит, здесь расположены основные меню, которые, возможно, вам помогут, основные поля. Вы можете подробно прочитать о проекте. Я советую это сделать до того, как вы начинаете работать с проектом. Почитайте про команду, прочитайте про основные моменты использования, блог компании, карта открытия, история пользователей, центр помощи. Посмотрите стандартные ответы на простые вопросы. Посмотрите форумы, почитайте, о чем пишут люди. И только после этого приступайте к работе. Значит, мой совет так. Первое. Регистрируйтесь на сайте. Сайт попросит вас заполнить несколько основных фамилий из вашего дерева. Попросит заполнить ваше, детей, родителей, дедушек, бабушек. После этого на основе этой информации сайт начинает искать среди своей базы данных тех людей, которые, вероятно, с каким-то процентом вероятности подходят под ваших родных, то есть на основе фамилий, имен и отчеств. Так как видео короткое, я постараюсь разбить все это на этапы. Давайте начнем с какого-то первого этапа. Мой совет: заполнили сначала несколько полей на сайте и переходите в приложение для сайта. Значит, приложение называется Family Tree Builder, то есть постройка фамильного дерева. Нажимаем на эту ссылку, и для вас доступна программа, которую вы можете скачать и установить на свой компьютер. Это очень элементарно. Нажимаете «Скачивать», получаете файл и устанавливаете его. Далее, вот так выглядит это приложение. Сейчас, одну секундочку, я покажу вам его. Вот оно. Значит, у меня оно, естественно, заполнено. У вас будет всего лишь несколько записей. Программа предложит вам войти в вашу учетную запись, что вам необходимо сделать, и нажать кнопку «Синхронизация» по центру экрана. Как только вы нажмете, информация с сайта переходит в эту программу. Она делает дубликат. И при любых изменениях, как на сайте, так и в этой программе, изменения происходят с двух сторон одномоментно. То есть изменили здесь, изменилось на сайте, изменили на сайте, изменилось на компьютере. Значит, моя рекомендация: начать и изучить основные меню. Просто пройтись и почитать, что они собой представляют. Очень много настроек, очень много базисных моментов. Я покажу вам только один стартовый, остальное мы оставим для следующих видео. Значит, есть кнопка «Добавить персону». Допустим, представим, что у вас, вот как и у меня, заполнено несколько фамилий, имен и отчеств. Добавляем какую-либо персону. Давайте посмотрим. Допустим, лицо, не связанное с родственными со мной связями. Это просто пример.
Выберем, заполним пол, имя, фамилию, фамилия после замужества, почта, телефон и так далее. Другие данные будут доступны на другом меню. Дата рождения, место рождения. Советую вам это заполнить, потому что это поможет вам в будущем найти закономерности. Если человек уже умер, пожалуйста, выберите дату смерти и место смерти. Это все, конечно, поля не обязательные для заполнения, но стоит это сделать. Основной момент, пожалуйста, смотрите, если вы заполняете имя, мой совет, всегда вы знаете, да, что еврейские имена, они на лад каждой страны менялись. Допустим, Григорий, да, вот я советую, вот есть Григорий. Мой совет в скобочках написать Гирш. Если вы уверены, что это только Григорий, оставьте Григорий. Но моя рекомендация менять так, чтобы потом легко можно было найти совпадения и закономерности. Значит, можно также подробнее, сейчас, секундочку, давайте посмотрим подробнее. Откроется вот такое вот окошко, в котором вы можете более подробно описать о человеке всю имеющуюся информацию, в том числе добавить фотографии. Это также удобно при поиске родных. Базисная информация здесь указана на первой вкладке, и у вас есть достаточно много вкладок, цитаты, примечания, общая информация, что у нас еще есть, факты какие-то дополнительные. Очень много настроек, не будем останавливаться на них конкретно, вы всегда сможете это сами почитать. Программа доступна у вас всегда, никак не зависимо с интернетом. Пожалуйста, спокойненько садитесь и занимайтесь тем, чтобы изучить каждый пункт последовательно. Не хочу, еще раз говорю, останавливаться на них, потому что это для каждого индивидуально. Чем больше вы заполните, тем более правильно и более подробно MyHeritage сайт найдет для вас какие-то совпадения. Пожалуй, давайте на этом остановимся на сегодня. Это первое видео, это пробное видео. Если у вас есть какие-то вопросы, рекомендации, пожалуйста, сообщите мне. Я постараюсь делать видео более интересным, более подробным. Но я считаю, что короткими роликами его будет делать намного правильнее, чем одним большим и длинным. Спасибо большое вам за внимание. Все ссылки на сайты, которые я обозреваю, и на наш каталог вы можете найти под этим видео. Спасибо большое и шаббат шалом.